4 способа нарезать кимчи. То есть сделать кимчи – это еще полдела. Его еще надо красиво нарезать и засервировать. И тут есть свои премудрости, свои способы. С этим видео мы открываем новую секцию на нашем канале. Секцию видео, новый плейлист, который называется Kitchen Guide. Ваш новый гид по корейской кухне. Итак, начинаем. Прежде всего нужно позаботиться о том, чтобы после того, как вы нарежете кимчи, у вас все ваше кухонное оборудование, инструменты остались чистыми. Лучше взять такую кухонную доску, которая не красится, или можно свою покрыть пищевой пленкой и что-то еще подложить. У меня сейчас в данный момент пол кочана капусты, пол кочана кимчи уже, а не капусты, на котором буду показывать возможные 4 способа. Итак, мы отрезаем кочерышку. И первый способ, который мы с вами рассмотрим, у него очень красивое название. Этот способ сервировки нарезки называется форма полумесяца. Что мы делаем? Мы берем листья кимчи один за другим и укладываем их вот таким вот образом, друг на друга. Каждый раз, чтобы каждый лист, который мы накладываем сверху, смотрел в противоположную сторону от предыдущего. И потом мы придаем этому такую округлую форму, сбоку прижимая пальчиками, тем самым еще и выравниваем. И все, что нам остается, это нарезать. Единственное, что посоветую, так это сильно сверху при нарезке не давить на кимчи, потому что листья, они все-таки содержат в себе сок. Сок будет продолжать из кимчи еще выходить. И вот что мы с вами получаем. Такую полую, округлую, красивую форму. Соответственно, чем больше листьев вы друг на друга сверху положите, тем больший полукруг вы и получите. Следующий, второй способ нарезки и сервировки – это в форме круга. То есть по предыдущему принципу, то есть то, что у нас осталось от предыдущего накладывания друг на друга листов, да, мы нарезаем в ширину, куски в ширину листа кимчи, и затем берем новый отдельный лист кимчи и отрезанную вот эту часть кусковую мы ее в этот лист заворачиваем. Соответственно, чем больше было перед этим наложено друг на друга листов кимчи, тем более больший круг вы в итоге и получите. Края мы немного с двух сторон обрезаем, потому что там будут более мягкая часть листа кимчи, и получаем такую плотную середину в виде круга. Как я и говорила, ширина круга, который мы получаем, зависит от того, сколько вы перед этим друг на друга листов положили перед заворачиванием в лист. Третий способ, который мы рассматриваем, очень симпатичный, очень милый и очень удобный, чтобы его есть, это роллы кимчи размером с укус. Здесь все вообще очень супер просто. Мы берем лист кимчи и просто-напросто заворачиваем его в ролл. Лучше делать это в 2 перчатках, я делаю это в 1 перчатке, потому что мне просто нужно свободной рукой останавливать и возобновлять запись на камере, но вы оденьте 2 перчатки, чтобы руки у вас не окрасились. Завернув ролл, мы немного обрезаем края, потому что там будет мягкая часть листа, и середину можно разрезать на 2 части, или же не разрезать, так тоже можно, просто тогда ролл будет более длинный. И получаем вот такие вот красивые маленькие роллы из кимчи, которые очень удобно прямо вот так вот палочками взять и сразу отправить себе в рот. И последний, но не самый интересный, 4-й способ сервировки – это куски кимчи размером с укус. То есть смысл в том, что все вот эти засервированные нами варианты, их будет очень удобно сразу отправлять себе в рот. Мы отрезаем кочерышку и затем мы режем все имеющаяся у нас часть кимчи на 3 части. Затем разворачиваем боковые части в противоположную сторону. И вообще все 3 части, которые мы нарезали, мы должны поставить их боком, как бы ребром, и прижать их плотно друг к другу.
И затем все это мы нарезаем где-то приблизительно кусками около 5-6 сантиметров длиной, то есть такими кусками, которые будет просто-напросто удобно класть себе в рот. И такие, кстати, вот такую нарезку очень удобно хранить уже нарезанные в контейнер и по необходимости быстренько достать и подать к столу. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь и смотрите наш новый плейлист «Гид по кухне».